Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости, подписчики моего канала. Предлагаю вам связать очень красивый бактус крючком, вот таким пышным рельефным узором. Я уже связала половину бактуса, но в этом видео сейчас я вам покажу с самого начала, как вязать этот узор. Бактус вяжется от угла до центра. Постепенно узор расширяется с одной стороны. И связав бактус до половины длины, далее делаем убавление по той стороне, по которой делали прибавление. И таким образом довязываем бактус. Узор двусторонний, рельефный, причем он не смотрится таким тяжелым, так как в нем есть вот такой легкий ажур. Для вязания бактуса я выбрала пряжу вот с такой меланжевой окраской. Вы можете взять тоже пряжу либо с меланжевой окраской, можно взять с длинными цветовыми переходами, либо даже с короткими цветовыми переходами. Тоже будет смотреться узор этот интересно. Но также из однотонной пряжи тоже этот узор будет смотреться очень красиво. У меня пряжа это чистый акрил. Пряжа моточек 100 грамм, 160 метров. Это фирма Handmade Club. И здесь я беру крючок номер 5,5. Я уже связала половину бактуса, один моток. У меня всего 2 мотка для вязания бактуса. И в длину получается половина у меня вышла 63 сантиметра. И в ширину, вот самая широкая часть, получается примерно 31 сантиметр. Если вы хотите связать бактус длиннее, то вам потребуется еще один моток. Также, если вы будете использовать пряжу с другой толщиной нити, допустим, на 100 грамм 200 метров, то у вас изменится плотность вязания и также изменится расход. Начинаю вязать бактус и вначале набираю цепочку воздушных петель. Делаю начальную петлю на крючок, набираю 3 воздушные петли и плюс 4 петли — это петли подъема для вязания первого ряда. 3, 4, то есть всего цепочка 7 воздушных петель. Далее делаю на крючок 2 накида, отсчитываю 1, 2, 3, 4 и в пятую петлю провязываю столбик с 2 накидами. Далее еще вяжем 2 столбика с 2 накидами из второй петельки и столбик с 2 накидами из самой первой воздушной петли. Начальный ряд завершен. Далее поворачиваем вязание, 1 воздушная петля, и теперь на первой петельке предыдущего ряда провязываем 2 столбика без накида. Сделали вот одну прибавку и далее еще 3 столбика без накида вяжем по ряду на 2 вершинах столбиков предыдущего ряда. И здесь, где мы делали цепочку петель подъема, тоже провязываем столбик без накида на последней петельке. Поворачиваем вязание, начинаем новый ряд с 3 воздушных петель и уже начинаем вязать рельефный узор. Далее делаю на крючок 2 накида и начинаю вязать рельефные столбики. Пропускаем ряд столбиков без накида и на ряд ниже вводим крючок за ножку столбиков вот самого первого ряда. За ножку столбика
первого столбика провязываем столбик с 2 накидами выпуклый, то есть он идет как впереди работы. Вновь делаю 2 накида, следующий столбик на ножке второго столбика, столбик с 2 накидами. Далее еще раз 2 накида и на ножке третьего столбика третий рельефный столбик с 2 накидами. Далее делаю одну воздушную петлю, 1 накид на крючок, и теперь мы вяжем на вершине последнего столбика без накида предыдущего ряда столбик с 1 накидом. И по сути у нас мы сделали еще одну прибавку, то есть у нас количество петель в ряду увеличилось. 1, 2, 3, 4, 5, и здесь петли подъема. Поворачиваю вязание, 1 воздушная петля. Далее здесь на вершине первого столбика, то есть предыдущего ряда, вновь провязываем 2 столбика без накида. Далее, где мы провязали воздушную петлю между рельефными столбиками и столбиком с накида, за арочку вводим крючок, тоже столбик без накида. Далее на вершинах 3 рельефных столбиков тоже провязываем 3 столбика без накида. И в конце ряда, где были петли подъема, на последней петле тоже провязываем столбик без накида. Поворачиваем вязание. Начинаю вязать 5 ряд с 3 воздушных петель подъема. И далее вяжем рельефный узор рельефными столбиками, делаем на крючок 2 накида, но сейчас мы вяжем рельефные столбики, заводя крючок за работой за ножку столбиков на ряд ниже. И у нас получится выпуклые столбики. Провязываем первый рельефный столбик на ножке первого столбика на ряд ниже, делаем 2 накида на ножке второго столбика, второй столбик с 2 накидами, и на ножке третьего столбика третий столбик с 2 накидами. Далее 1 воздушная петля, делаем на крючок накид, здесь пропускаем, получается мы над столбиками без накида пропускаем 1 столбик, и вот на последних 2 столбиках провязываем столбик с накидом, и на самом последнем столбике провязываем 2 столбика с 1 накидом, то есть сделали еще одну прибавку. И постепенно у нас левый край бактуса увеличивается. Повернули работу, 1 воздушная петля. В 6 ряду здесь в начале не делаем прибавку, то есть мы из первой петли провязываем столбик без накида, и далее из каждой петли предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Вот на вершинах 3 столбиков с накидом 3 столбика без накида. Далее арочка 1 воздушная петля, столбик без накида. На вершинах рельефных столбиков 3 столбика без накида. И в конце ряда, вот на вершине петель подъема на самой последней петле, столбик без накида. Поворачиваем вязание. Начинаю вязать 7 ряд. Вначале набираю 3 воздушные петли. Далее начинаем вязать рельефные столбики. И если предыдущий раз мы вязали вогнутые рельефные столбики, вводя крючок за вязанием за ножку столбика, то теперь меняем и вяжем выпуклые рельефные столбики, вводя крючок за ножку столбика на ряд ниже перед вязанием. И провязываем так 3 рельефных столбика с 2 накидами. Первый, второй столбик,
и третий рельефный столбик. Далее между группами рельефных столбиков 1 воздушная петля, и здесь уже идет в конце 3 столбика с одним накидом. То есть мы можем добавить еще одну группу рельефных столбиков. И если мы в начале связали 3 выпуклых рельефных столбика, то теперь 3 вогнутых рельефных столбика вяжем. Делаем на крючок 2 накида и вводим крючок за работой, за ножку первого столбика вяжем вогнутый рельефный столбик с 2 накидами, второй столбик с 2 накидами на ножки столбика и третий столбик. Тоже вводим крючок за самый крайний столбик за работой и провязываем 2 накида и вершину столбика. Далее поворачиваем вязание и на самом деле начинаем повтор раппорта, как со второго ряда. То есть у нас раппорт повторяется со 2 по 7 ряд, 6 рядов. 1 воздушная петля подъема, и здесь в начале провязываем на первой петле 2 столбика без накида. И далее вяжем столбики без накида, из каждой петли предыдущего ряда 1 столбик, 2 столбика на вершинах рельефных столбиков, арочка 1 воздушная петля, 1 столбик без накида, и далее 3 рельефных столбика, 3 столбика без накида, и в самом конце на петлях подъема на самой последней петле столбик без накида. Поворачиваю вязание. Закончив вязать 8 ряд, столбики без накида, поворачиваем вязание, 9 ряд, начинаем с 3 воздушных петель. И в этом ряду вяжем рельефные столбики. И смотрим здесь по узору. Если в предыдущий раз я вязала выпуклые столбики в начале, то теперь вяжу над этой группой вогнутые столбики с 2 накидами. Ввожу крючок за работой, за ножку столбика провязываю столбик с 2 накидами. Вяжем первую группу столбиков, вводим крючок за работой, далее 1 воздушная петля и следующая группа столбиков. Здесь мы вязали, вводя крючок за работой. Теперь будем вязать выпуклые столбики, вводим крючок перед работой, перед вязанием и провязываем тоже 3 выпуклых столбика с 2 накидами. И третий столбик. Далее по краю делаем прибавку. 1 воздушная петля, делаем накид и из последнего столбика без накида предыдущего ряда провязываем 1 столбик с одним накидом. Поворачиваем вязание, начинаем вязать 10 ряд, 1 воздушная петля, и здесь на вершине первого столбика провязываем 2 столбика без накида, то есть сделали 1 прибавку. Далее вяжем столбики без накида. Здесь в начале арочка 1 воздушная петля, 1 столбик без накида, и далее из каждой петли провязываем столбик без накида. То есть далее уже без прибавок. Не забывайте, между группами столбиков была 1 воздушная петля, на этой арочке вяжем 1 столбик без накида. И здесь довязываем 3 столбика без накида. И в конце ряда на последней петле подъема тоже столбик без накида. Поворачиваем вязание. Начинаю вязать 11 ряд и в начале 3 воздушные петли подъема. Далее смотрим по узору.
идет группа из 3 рельефных столбиков. Если предыдущий раз я вязала вогнутые столбики, то теперь буду вязать выпуклые столбики. Ввожу крючок перед вязанием за ножку столбика и провязываю 3 выпуклых рельефных столбика с 2 накидами. Второй и третий столбик. Далее 1 воздушная петля и следующая группа рельефных столбиков. Если мы вязали их выпуклыми, то теперь они провязываются вогнутыми. То есть провязываем, вводя крючок за вязанием за ножку первого столбика, на ней столбик с 2 накидами, на ножке второго столбика рельефный вогнутый столбик и на ножке третьего столбика тоже провязываем столбик с 2 накидами. Далее делаем прибавку 1 воздушная петля и здесь на последних 2 петлях столбиков без накида ряда провязываем столбик с накидом и на последней петле 2 столбика с 1 накидом. И таким образом мы добавили уже 3 петли с этого края. А для того, чтобы через ряд, следующий ряд будет столбики без накида, 12 ряд, 1 воздушная петля. И когда мы добавили уже 3 столбика с 1 накидом, мы здесь в начале прибавку не делаем, то есть провязываем из каждой петли 1 столбик без накида. И в следующем ряду уже добавится новый раппорт, новая группа рельефных столбиков. Я закончила вязать 12 ряд столбиками без накида. Поворачиваю вязание, 13 ряд, вяжем рельефный узор. 3 воздушные петли подъема в начале ряда. Далее вяжем рельефные столбики. Делаем на крючок 2 накида. И здесь, если мы предыдущий раз вязали выпуклые рельефные столбики, теперь вяжем вогнутые. Вводим крючок за вязанием за ножку столбика и провязываем 3 вогнутых рельефных столбика. Третий столбик. Далее между группами рельефных столбиков 1 воздушная петля идет, 2 накида и следующая группа столбиков из выпуклых, 3 выпуклых столбика. Вводим крючок перед вязанием за ножки столбиков на ряд ниже. И третий столбик рельефный. Далее 1 воздушная петля и на 3 столбиков с 1 накидом, которые были добавлены вот за предыдущие 3 ряда, делаем 2 накида и следующая группа столбиков, если предыдущие были выпуклые, значит эти будут вогнутые. Вводим крючок за вязанием за ножку столбика первого, провязываем столбик с 2 накидами, 2 накида за ножку следующего столбика, провязываем 2 накида и третий вогнутый столбик, провязываем 2 накида и ряд завершен. 14 ряд. Здесь 1 воздушная петля подъема и в начале делаем прибавку. Из первой петли провязываем 2 столбика без накида. Далее из каждой петли идет по 1 столбику без накида. Дорогие друзья, провязала уже 14 ряд столбиков без накида. Далее 15 ряд. И посмотрите, к 15 ряду у меня уже из одной группы 3 рельефных столбиков получилось 3 группы рельефных столбиков. И далее продолжаем вязать узор.
По основной части здесь мы вяжем рельефный узор. Продолжаю вот вязать над вогнутыми столбиками выпуклые столбики, над выпуклыми вогнутые. То есть чередуем группы рельефных столбиков. И здесь по краю делаем прибавки. То есть в этом ряду мы прибавляем 1 воздушная петля, столбик с накидом, и через ряд столбиков у нас уже будет идти 3 столбика с одним накидом, которые мы далее будем уже вязать как рельефные столбики. И так далее продолжаю вязать бактус до середины. То есть я вяжу, пока у меня не закончится один моток, так как у меня на вязание бактуса идет 2 мотка. И провязав вот один моток до середины, далее я уже буду вязать ряды с убавлениями по краю, где делала прибавки. И далее покажу, как делать убавления. Дорогие рукодельницы, начинаю вязать вторую половину бактуса. Я присоединила нить от второго мотка. Здесь уже идет следующий цветовой переход и как раз ряд центр бактуса. И смотрите, центральный ряд бактуса — это ряд, после которого перед этим рядом была сделана прибавка 3 столбика с одним накидом, затем провязан ряд столбиков без накида, и далее провязала вот ряд рельефных столбиков. К центру ряда здесь у меня уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 группа рельефных столбиков из 3 столбиков. Здесь по узору я эту 13-ю группу по центру провязываю вот как вогнутыми столбиками. 3 вогнутых столбика. И со следующего ряда начинаю делать убавление. То есть далее я буду считать как первый ряд убавлений и первый ряд второй половины бактуса. Поворачиваю вязание и вот начинаю вязать первый ряд с убавлениями. 1 воздушная петля, и здесь в начале провязываю из 2 первых петель 2 столбика без накида с одной вершины. И далее вяжу по ряду столбики без накида, из каждой петли предыдущего ряда 1 столбик без накида. Начинаю вязать второй ряд с убавлениями, и здесь получается от ровной стороны или от внутреннего края, вот от ровной стороны мы начинаем вязать просто и как обычно с 3 воздушных петель подъема, и далее вяжем рельефный узор по рисунку. Здесь делаю 2 накида и смотрю, если предыдущий ряд шли вогнутые столбики, то теперь я вяжу группу выпуклых столбиков. 3 выпуклых столбика. Второй и третий. Далее 1 воздушная петля, и следующая группа идет 3 вогнутых столбика. На ножках столбиков вяжем вот 3 вогнутых столбика. И так продолжаю вязать рельефный узор. Так, после группы рельефных столбиков 1 воздушная петля и следующая группа. И здесь я продолжаю вязать к внешнему краю, не довязывая вот 3 столбика. И здесь буду уже делать убавление. В конце второго ряда с убавлениями, провязав 3 рельефных столбика, далее 1 воздушная петля, здесь у меня осталось 3 свободных петли предыдущего ряда, и на этих 3 петлях провязываю 3 столбика с одним накидом и с одной вершиной. Делаю накид
Ввожу крючок в следующую петлю, провязываю только накид. Так, 3 раза. Вот из последней петельки тоже провязываю только накид. И далее провязываю общую вершину. И вот мы убавили, получается, 2 столбика. Далее 1 воздушная петля. Повернув вязание, следующий третий ряд с убавлениями. Здесь в начале ряда провязываем 2 столбика без накида с одной вершины. Вводим крючок за вершину вот 3 столбиков вместе. Затем арочка, 1 воздушная петля и провязываем одну вершину 2 оснований столбика без накида. Далее на 3 рельефных столбиков по 1 столбику на каждой вершине. И далее продолжаем вязать из каждой петли предыдущего ряда 1 столбик без накида. Дорогие рукодельницы, далее показываю 4-й ряд с убавлениями. Смотрите, я от начала ряда провязала, как обычно, рельефный узор. Здесь уже начало ряда не показываю, показываю завершение ряда по стороне, где необходимо сделать убавление. Итак, здесь я довязала рельефный узор, и мне осталось провязать последнюю группу рельефных столбиков. Вяжу по узору. Здесь последние 3 рельефных столбика идут в выпуклые столбики. И провязываю на ножках столбиков впереди работы столбики с 2 накидами. Провязав 3 рельефных столбика, после осталась вот 1 петля, где мы провязали 2 столбика без накида с одной вершиной, и на ней вяжем столбик с 1 накидом. Поворачиваем вязание. 5-й ряд, 1 воздушная петля, и в начале вяжем 2 столбика без накида с одной вершиной. И далее вяжем столбики без накида до конца ряда. Из одной петли 1 столбик без накида. Показываю 6-й ряд с убавлениями. Показываю уже завершение ряда, где делаем убавление. И смотрите, в 6-м ряду на самом деле завершается раппорт убавлений. Раппорт составляет 6 рядов. За 6 рядов мы убавляем раппорт узора в ширину, то есть 4 петли. У нас сохраняется такой же ритм убавок, так же как и прибавлений. При прибавлении узора мы за 6 рядов добавляли 1 раппорт, и здесь также убавляем. Поэтому смотрите, здесь получается, что мы уже убавили 1 раппорт, поэтому в 6-м ряду вот последнюю группу из 3 столбиков мы провязываем без убавок. То есть мы на последних 3 рельефных столбиков по рисунку, здесь я неправильно начала, так как здесь выпуклые столбики, здесь я провязываю вогнутые 3 рельефных столбика. То есть вяжем здесь узор по рисунку. 3-й рельефный столбик. Так, довязали, поворачиваем вязание. И 7-й ряд уже начинаем как с 1-го ряда убавлений. 1 воздушная петля подъема, и здесь мы провязываем 2 столбика без накида с одной вершины в начале. И далее вяжем столбики без накида из каждой петли по 1 столбику. И так довязываем 7-й ряд как 1-й ряд с убавлением сразу после центра до конца. Показываю 8-й ряд с убавлениями, уже показываю завершение ряда, где делаю убавление, и здесь после последней группы рельефных столбиков узор рельефный вяжу по рисунку, делаю убавление. На последних 3 петлях
предыдущего ряда столбиками без накида, вяжу 3 столбика с одним накидом с одной вершины. То есть из 3 петель провязываю по накиду и затем общую вершину. И таким образом за раз я убавила сразу 2 петли. 1 воздушная петля. То есть мы провязали точно так же, как 8 ряд, как 2 ряд. Вот здесь вот 3 столбика вместе, идет повтор. Поворачиваю вязание и вяжу столбики без накида в обратном направлении. Здесь провязываю 2 столбика без накида с одной вершиной в начале, и далее столбики без накида, из каждой петли 1 столбик, и довязываю столбики до ровного края. 10 ряд. Здесь тоже показываю завершение ряда, где делаю убавление, и вот остался один раппорт в конце ряда. И здесь смотрите, вот провязываю последнюю группу из 3 рельефных столбиков по рисунку. По сути, этот ряд мы вяжем 10 ряд точно так же, как 4 ряд от центра. И после 3-го рельефного столбика выполняем столбик с одним накидом вот в первую петлю предыдущего ряда. Вот здесь вот мы выполняли вот после 3 рельефных столбиков вот 1 столбик. Далее 1 воздушная петля, поворачиваем вязание и ряд обратно столбики без накида. Вначале делаем убавление 2 столбика с одной вершины. То есть в предыдущем ряду мы, получается, убавку не сделали и сделали ее в следующем ряду. И далее вяжем без убавлений из каждой петли 1 столбик без накида. В 12 ряду будем вязать столбики тоже без убавлений, как и в 6 ряду. Вот здесь мы провязали 3 столбика рельефных, получается, и 12 ряд мы тоже вяжем как 6 ряд. Здесь рельефные столбики в конце вяжем по рельефному узору, то есть они здесь были выпуклые, будут вогнутые. Из 13 ряда повторяем убавки, то есть как с 1 по 6 ряд. И таким образом у нас за 6 рядов уходит 1 раппорт, и получается порядок убавлений точно такой же, как прибавлений. Вяжем ряды с убавлениями до тех пор, пока у нас в работе не останется всего 1 раппорт. То есть вот здесь по ровной стороне. И далее завершаем вязание бактуса.